Друзья мои, всем привет! Недавно герои восьмого поколения стали доступны на реальном сервере, и они произвели большой резонанс среди игроков. Сейчас у всех много вопросов о том, какие тактики и стратегии теперь стоит использовать с новым героем-пехотинцем Хэнком. Как держать оборону, каким построением атаковать и действительно ли охотники теперь не важны в игре. Но обо всем по порядку. Я бы хотел начать с обзорного ролика об этих героях, рассказать вам их историю и обсудить навыки. А уже потом, когда у меня будут все три новых героя, произвести некоторые тесты и поделиться с вами этой информацией. Начнем с наиболее спорного героя, и это Хэнк. До апокалипсиса он был профессиональным прыгуном в высоту, и на него возлагали большие надежды в профессиональном спорте. Однако Хэнк совершил самую большую ошибку в своей жизни. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. И у врачей был лишь один способ его спасти – ампутировать ноги. После этого он впал в депрессию, но через какое-то время он взял себя в руки, получил протезы и был готов вернуться на стадион. Однако судьба распорядилась иначе. Во время вспышки Хэнку пришлось начать новые соревнования, только уже против зараженных. Он быстро нашел применение своим протезам и стал использовать их в качестве смертоносных клинков. Хэнк – герой-пехотинец, и его особыми навыками являются осада и рейд, а значит, он должен быть очень хорош для PvP сражений. В звании генерала атака и оборона пехоты будут равны 860%. Кроме этого, Хэнк способен понизить смертоносность отряда вражеского поселения на 31,8%, а также увеличить смертоносность отряда в рейде на 21,15%. А теперь рассмотрим навыки героя. Первый навык – спринт. Используя свои протезы, Хэнк разгоняется на короткой дистанции перед врагом, делает рывок вперед каждые 5 ходов и наносит цели 100% урона. В то же время он травмирует цель, тем самым жертва наносит на 10% меньше урона в течение 2 ходов. Как мы поняли, Хэнк не из тех, кто предпочитает стоять в стороне. За каждый удар, полученный Хэнком, он наносит 50% урона ударом с разворота. Бионические протезы тоже уязвимы. Поэтому в бою Хэнку приходится прибегать к своему третьему навыку – замена протеза. Каждые 2 хода он ремонтирует свои ноги, благодаря чему восстанавливает здоровье в размере 20% от своей атаки и уменьшает получаемый им урон в этом ходе на 5%. Совокупность его способностей позволяет пехоте в рейдах с Хэнком жить очень долго. Теперь поговорим о Кортни Янг. Она была известным тарологом. После окончания колледжа открыла достаточно прибыльный бизнес по гаданию на картах. Но многие пользовались не ее предсказаниями, а наоборот пытались изменить чужую судьбу благодаря картам Кортни. В один момент Таро предсказывает будущее, а в другой забирает его. Кортни была не совсем обычным наемным убийцей до начала апокалипсиса. Однако вскоре после начала вспышки зомби-вируса она решила остаться вдвоем со своим котом породы Мэйкун. Возможно, карты Таро сказали ей, что жизнь в одиночестве поможет ей выжить. Кортни – герой-наездник. Она хороша для атаки вражеских поселений и обороны вашего поселения. Помимо бонусов к атаке и обороне наездников, она снижает атаку отряда вражеского поселения на 31,8%, а также увеличивает смертоносность отряда вашего поселения на 63,5%. Для исполнения заказов Кортни не раз прибегала к своей способности контролировать чужой разум. Теперь же в этом опасном мире она использует ее для того, чтобы каждые 6 ходов заглушать врага на 1 ход. И в этот момент она увеличивает наносимый урон на 10%. Ее кот способен зализывать раны, помогая Кортни в бою. Благодаря ему их команда восстанавливает здоровье всем отрядам в размере 20% от атаки наездников. Главное оружие этого героя-наездника – карты Таро. Каждая атака с ними вызывает взрыв, который наносит дополнительные 20% урона цели, а также 5% дополнительного урона по всем врагам. Последний герой восьмого поколения – Тина. Она выглядит довольно необычно. Трудно представить ее в таком наряде, прогуливающейся среди разгромленных зомби прилавков супермаркета. Когда она была студенткой, то с головой погрузилась в изучение амазонских племен. После окончания университета она отправилась в тропические леса, чтобы жить в племени и изолироваться от внешнего мира. Однако глобальная эпидемия заставила ее вернуться.
Главная ее цель – найти способ помочь людям из амазонских лесов, которых она так сильно полюбила. Тина – герой-охотник. Она хороша для патруля вашего поселения и участия в рейдах. Атака и оборона охотников в звании генерала будет равна 860%. Кроме этого, Тина повышает здоровье отрядов поселения на 63%, а также увеличивает атаку отряда в рейде на 21,15%. Жизнь среди племенных народов научила ее в совершенстве владеть бумерангом. Каждые 5 ходов она бросает его и поражает всех врагов 2 раза, каждый раз нанося 20% урона, то есть раз в 5 ходов она наносит 40% урона. Используя первобытный импульс, Тина способна восстанавливать здоровье. Если оставшееся количество отрядов цели пропорционально меньше вашего, то она восстановит здоровье, равное 50% вашей атаки. Благодаря своей внутренней энергии Тина увеличивает нанесенный пехотой урон на 10%, а также урон охотников на 20%. В связке эти 3 героя могут стать действительно мощным оружием. Многие из вас уже смогли увидеть Хэнка в бою. Осталось прокачать остальных 2 героев, и мы проведем небольшие тесты и поделимся результатами. И последнее, о чем хочу сказать, это где получать данных героев. Хэнк – пехотинец, его можно получить за биокапсулы в рулетке Рэя. Кортни – наездник, она доступна в наградах событий «Выживут сильнейшие», «Кровавый спорт» и СВС, а также за покупки в ежедневных акциях. Фрагменты Тины – охотника можно получить в купонах. Если вы долго копили биокапсулы на рулетку, то думаю, Хэнк именно тот герой, на которого можно их смело потратить. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Берегите себя. Всем пока!